Всем новичкам в трейдинге нужен секретный ключик, который сделает их королями рынка. Волшебная кнопка бабло. Но знаете, что самое смешное? Все это работает до следующего рыночного движения, а потом просто перестает отрабатывать, и ты снова отправляешься на поиски каких-то секретных настроек. Так вот, пора сказать всем вам правду, друзья. Идеальных настроек просто не существует в природе. Рынок меняется каждую минуту. То, что работает сейчас, через час становится историей. В этом видео я не покажу вам секретный индикатор или секретную настройку. Я научу вас понимать логику рынка для того, чтобы в любой ситуации вы могли выходить сухими из воды и зарабатывать. Так, друзья, я решил начать эту информационную сессию с самого скучного рынка, который только можно себе представить. Это флэт или боковик. Ситуация, когда актив просто топчется на месте вот в таком узком диапазоне. Но хорошая новость для нас в том, что эти метания в обе стороны довольно предсказуемы при верно настроенной стратегии. Как она выглядит? Вопрос. Для этого нам нужен базис индикаторов и их обязательная оптимизация. Добавлю 3 индикатора: Aran, Envelopes и Stochastic Oscillator. Зайдем сразу в настройки Aran, который доставит нам больше всего проблем сегодня. Почему-то его синяя линия бычья по умолчанию стоит именно таким цветом. Я не понимаю, почему это так, логично сделать ее зеленой. Вот, теперь он более наглядный, и мы можем первично проанализировать нашу систему. Нам нужна логика. Рост Aran зеленая линия и снижение на его красной линии. В рамках боковика сейчас индикатор становится абсолютно бесполезным. Он дает нам множество ложных сигналов и в целом вообще описывает рынок не так, вообще никак не описывает рынок. Даже если вы хотите его отключить за ненадобностью, вы можете это сделать. Вот смотрите, допустим, здесь, да, у нас 2 красные свечки и потом череда зеленых. Потом целое вообще непонятное, опять здесь показывает снижение, но график рос. Нам нужны реформы. Займемся ими прямо сейчас. Необходимо сменить период индикатора, убрать все шумы. По умолчанию стоит 25 период, мы поменяем его на 65. Увеличим настройки индикаторов в 3 раза. Смотрите, картина становится совсем другой. Пересечений меньше, и они качественнее. Вот наша зона, допустим, по росту. Можно было, да, торговать. Вслед за ней идет еще одна. Тоже. Как бы были и снижения внутри, да, вы мне скажете. Но как раз для этого мы используем остальные индикаторы. Суть в том, что я якобы нашел сейчас идеальный сетап индикатора, но позднее вы поймете абсолютно, что это не так. Пока давайте разберемся со стохастиком. Следующий наш индикатор. Зона перекупленности и перепроданности. Вот актив заходит в зону перекупленности, значит он слишком вырос и пора уже корректироваться. Ниже такие же выходы из зоны перепроданности. Видите, да? Чрезмерное падение ведет хотя бы к какому-то кратковременному отскоку. Это мы видим на графике, здесь. В общем, как будто все идеально, да? Может быть, тогда и настройки стандартные идеальные. И скажу вам честно, в стохастике они идеальны. Они идеальны стандартные. 14.3.3. Давайте для интереса зайдем на 5-минутный таймфрейм и посмотрим, что там происходит. Тренд у нас восходящий. И это то, что нам нужно для полноты картины и работы с третьим индикатором. Выставляю наше направление рынка, чтобы точно понимать, где мы находимся. В целом, здесь можно уже не задерживаться. Все. Переходим на минутный график. Текущую ситуацию можно оценивать строго с точки зрения тренда. Сейчас он направлен вверх, поэтому ищем только точки входа в лонг. Даже при боковике. Тут нам пригодятся перепроданности, с которых можно начинать закупы. Но мы обделили внимание последний индикатор и зря. Ведь он дает именно конкретные точки входа. Envelopes очень гибкий. Его пробой – сигнал, который может запустить рост. Заход обратно в канал – тоже сигнал на общий поворот направления. И пересечение его центральной линии – также повод войти в рынок. Главное, чтобы Aran при этом был зеленый. И не забывайте про наш фильтр, да? Такие как перекупленность и перепроданность, с которой все начинается. Затем уже Envelopes и забираем свою прибыль. Вот так. Все сказал. Меняем график и начинаем торговлю. Разберемся на конкретных примерах. Поехали. Так, друзья, начнем с евро-канадскому доллару. Здесь у нас сделка в шорт.
основания базиса. Красный Aaron выше, при этом у нас была перепроданность вот здесь, которую можно считать уже разгрузившейся. Индикатор у своего центральной своей части уже может сейчас начать загибаться опять вверх. Это нормальный сценарий, ведь у нас здесь явное давление сверху вот от этой перепроданности. За ней актив прошел внутрь envelopes, пересек центр, после отскока вверх. Вообще это сигнал вверх, при этом пара снижается, что говорит нам о том, что мы можем дальше торговать на падение. А еще мы можем просто посмотреть чуть шире, вот так вот, и понять, что все-таки актив падает. Уточним это на большом масштабе. Да, у нас тут пробой вниз. Актив падает вообще под каналом envelopes, что сразу ставит все на свои места. Вернемся обратно на минутку. Как вы заметили, это довольно сложный кейс. Я удачно вошел в рынок, забираю прибыль. Но ведь мы понимаем, что здесь система работает не идеально, правда? Значит, и другие индикаторы нужно менять. Да, друзья, только для этого графика. Давайте сменим этот график и посмотрим что-то еще. Друзья, коллеги, давайте на чистоту. Трейдинг – это навык, который способен кардинально изменить всю вашу финансовую реальность. Но признаемся, здесь нет универсального решения, способного закрыть все ваши потребности. Всегда придется учиться, практиковаться, ошибаться возможно и приспосабливаться. Для тех, кто готов это делать и кто хочет это делать, немаловажно, в описании есть ссылки. Они ведут на мой телеграм-канал. Там вы не найдете секретов, каких-то тайных стратегий, зато вы найдете системные знания, которые так необходимы. От базиса до конкретных тактик по торговле, которые использую лично я на ежедневной основе. Вы ничего не теряете. Посмотрите, понравилось – подписывайтесь, не понравилось – закрывайте его. Но те, кто хотят делать деньги здесь и хотят делать их сейчас, однозначно должны быть в моей команде. Давайте еще одну сделочку в шорт. Смотрим, что у нас здесь есть. Самый очевидный понижающийся тренд на свете, которого можно просто отталкиваться, несмотря на разворот у envelopes. Думаю, вы уже начинаете понимать, что я хотел до вас донести. В самом начале видео я показал вам боковик. Добавил индикаторы, у одного из них заменил параметры. Это трио было взято как раз таки для идеального трейдинга во флете. Развороты вверх и вниз от уровней поддержки и сопротивления. Aaron при этом обязательно был повышен в периоде, чтобы убрать ложные сигналы. И что дальше? Я просто переключаю графики, и вот уже второй подряд из них торгую с неким компромиссом. Игнорирую один сигнал в угоду остальным. Что это означает? То, что идеальных настроек, друзья, просто не существует. Здесь я вошел просто по тренду вниз, так как я понимаю, что моя система работает немножко некорректно. Это как минимум не боковик. Тем не менее, я в плюсе. Давайте сменим график, посмотрим, что еще сможем увидеть. Окей, вот здесь мы с вами будем принимать какие-то меры. Я в сделке в шорт. Теперь давайте настрою систему под актуальный рынок. Начнем с тренда. Он здесь есть, направлен вверх. При этом я не исключаю пробой, считаю его вероятным. Все потому, что это не просто очередной разворот, это перекупленность и очень свежая. Индикатор только заходит обратно у нас сейчас. Запаса хода вниз предостаточно. И мы видим, что наш Aaron, который не подводит в прошлых кейсах, сейчас зеленый. И, конечно, он таким будет при таком тренде. Сейчас он запаздывает, а не дает ложные сигналы. Решение ситуации очень простое. Вернем все как было. 65-й период меняем обратно на 25-й. Что у нас получилось? Какая прелесть? Смотрите. Как раз сейчас красная линия выходит вверх, что отлично ложится на наш анализ. Другой параметр, и теперь система работает на 10 из 10. А вот и моя прибыль, которая все это подтверждает. Друзья, я надеюсь, что вы понимаете, да? Это уже настоящий трейдинг. Нет никакой универсальности. Максимальная специализация и учет всех ключевых моментов с пониманием принципа работы индикаторов. Добро пожаловать в хардкор. Настоящий подход к рынку. Давайте сменим валютную пару и продолжим. Окей, входим опцион в лонг. В каком-то веке у нас все идеально по торговой системе, потому что тут просто почти отзеркаленная ситуация предыдущей. Есть перепроданность, она очень свежая. Далее, актив отскочил от envelopes, и хотя уже делал это неудачно, в этот раз есть пересечение центра и даже пробой вверх.
Это уже серьезно, поэтому мы просто ждем рост. Тем более, что индикатор ARAN только что у нас также пересекся и вышел. Кстати, вишенка на торте, у нас есть ключевой уровень, смотрите. Вот здесь. Он тоже пробит графиком. Отличный повод открыть сделку. Ждем завершения, продолжаем нашу тему. Как вы заметили, я торгую как на минном поле. То идеальные сигналы, то полностью нерабочая система. При этом я все равно умудряюсь закрывать сделки в плюс. Все решает опыт. Вам я рекомендую действовать немного иначе. Расскажу чуть позже. Здесь я уже заработал, меняю график и продолжим дальше. Давайте. Смотрите, друзья, вернулся к тому, с чего мы начинали. Давайте на опыте, да, уже 65-й период обратно ставим. Угу. Здесь уже скорректировал я линию тренда, так как актив заметно снизился, и сейчас я нахожусь в стадии ожидания. Буду входить в рынок только при условии, что котировка пробьет структуру, а также выйдет за envelopes. Также для меня очень важно, чтобы осциллятор не вышел из перепроданности. Понимаете, да? Если вы совсем новичок без опыта, вот вам еще один инсайт. Вы видите типичный экшен трейдера за кадром. Я показываю вам здесь весь сок. А в остальное время я часами сижу и смотрю в монитор. Это печально. Окей, пришло время. Готовимся к снижению. Будет пробой, я врываюсь на падение. Идеальный момент просто. Будем ломать текущую структуру. Ну и давайте для интереса вспомним, что нам может показать стандартный ARAN с 25 периодами. Вот, друзья, можем не сомневаться, что эпопея этого боковика завершается со сломом и уходом в среднесрочную линию тренда. Пока ждем финиш по сделке, давайте пару выводов для всех нас. Трейдинг – это сложно. Готовьтесь к этому. Тут нет готовых решений, нет какого-то грааля, денежной кнопки, универсальной стратегии, инсайдерских разработок. Просто сразу же переставайте верить в эту муть. Ее не существует. Вам нужно 3 вещи. Понимание механики рынка, уровни, тренды и желательно объемы. Далее вам нужно уметь держать себя в руках. Каждая сделка строго по мани-менеджменту. И последнее, вы должны понимать, как работают и что показывают индикаторы. Это не просто стрелки и полосы, вы должны уметь их настраивать и корректировать. Это не грубый молоток, это разводной ключ. Я закрываю сделку и готов перейти к итогам. Запомните, друзья, нет никаких секретов, нет никаких волшебных палочек в трейдинге. Есть только вы и есть только рынок. Так что, пожалуйста, перестаньте гоняться за какими-то тайными настройками. Просто развивайте свои знания, свою насмотренность, и это принесет вам однозначный успех. Огромное спасибо за просмотр. Если понравилось видео, жду ваши лайки и комментарии, а также не забывайте подписываться на канал. С вами я прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.